Закрытые переговоры о конце войны в Париже, Лондон не против ударов немецким оружием по Кремлю, а две страны НАТО, соседки России и Беларуси, начинают контратаку. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Удар с 5 направлений. После атаки РФ по Украине один из украинских мэров назвал Трампа дедом и рассказал, прятались ли натовские военные в магазине женской одежды. Приказ Зеленского: Украина утюжит ракетную бригаду РФ, которая стреляла по Сумам, а Великобритания выступает за дальнейшие удары по России. Новая жизнь за пределами Солнечной системы, срочные и неанонсированные переговоры в Париже, а также загадочная смерть граждан Узбекистана в РФ. Обзор важных событий. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Удар с 5 направлений. РФ устроила очередную массированную атаку по Украине. На этот раз баллистикой била с территории Ростовской области, а 3 зенитными ракетами С-300 и С-400 с временно оккупированных территорий Луганской области. В ход шли и ударные дроны из Миллерово, Курска и Крыма. В воздушных силах Украины заявляют, что сбить удалось только дроны, 25 единиц. Уничтожены 30 локационно потеряны. А о судьбе еще 20 ВС ВСУ не пишут, но точно известно, что после атаки повреждения зафиксированы в 3 областях страны. Большое количество прилетов было в Днепре. Там 3 человека, в том числе ребенок, погибли. Пострадали 30 жителей города. Трамп и Путин, два во флаг. Мэр города Филатов предположил, что в Москве вновь сделают заявление, что якобы ударили по скоплению военных, а на самом же деле прилет пришелся в том числе точно по зданию мэрии. Филатов намекнул на абсолютно бесхребетную реакцию Белого дома. Дедушка, который обещал закончить войну за 24 часа и сделать в секторе Газа гольф-клуб, будет сидеть и молчать как а на самом деле они опять разнесли кучу гражданских зданий и шахедом по мэрии. Да, по мэрии, но не попали. Прилет в 100 метрах. Как раз рядом с памятником Полю. Ну и также разнесли магазин моей жены. Заявляю ответственно, что кроме женской одежды там не было ни одного солдата НАТО. Предупредил и ударили. Российский город Шуя в Ивановской области дважды за сутки был атакован ударными дронами ВСУ. Произошло это буквально через несколько часов после вечернего обращения Зеленского, в котором он пообещал отомстить российским военным за удар баллистикой по Сумам. Он горит. Часть ебаная. В Шуе дислоцируется 112-я гвардейская ракетная бригада ВС РФ, которая причастна к обстрелу Сум в Вербное воскресенье. Несмотря на прилеты и пожар в Шуе, в российском Минобороны предпочли не говорить об атаке. Там лишь заявили, что в ночь на 17 апреля перехватили и уничтожили более 70 беспилотников. И Ивановская область не упоминается. Потерь, как любят говорить в России, нет. В Лондоне выступают за отправку Украине немецких дальнобойных ракет «Таурус», которые способны долететь до Кремля. Об этом пишет The Telegraph. Мы продолжаем работать с нашими партнерами, в том числе с Германией, чтобы обеспечить Украину наилучшими средствами для защиты ее суверенной территории. «Таурус» — мощная крылатая ракета, способная поражать цели в глубоком тылу России, что может изменить расстановку сил в руках украинской армии. И это не просто мнение, это сигнал. Британия и Франция давно поставляют Украине свои ракеты «Шторм Shadow» и «Скальп». И чтобы ВСУ могли продолжать эффективные атаки на командные пункты и логистику России, Лондон дает понять, что будущий канцлер Мерц может рассчитывать на полную поддержку союзников в этом вопросе. Осталось, чтобы он принял окончательное решение. Ведь Шольц боялся сценария, при котором Украина использовала бы эти ракеты для удара по Кремлю или стратегически важному Крымскому мосту. Ранее команда «Нехта» рассказывала, в Германии считают, что будущий канцлер, вероятно, передумает передавать Украине «Таурус», как только узнает некую секретную информацию об этих ракетах от немецких спецслужб. А как вы считаете, получит или не получит Украина эти ракеты и какой бункер или же другая цель будет поражена в первую очередь? Напишите свой вариант в комментариях.
Макрон устраивает масштабные переговоры. В Париж слетелись европейские лидеры, которые готовы обеспечить послевоенные гарантии безопасности для Украины. Кроме того, во французскую столицу отправился госсекретарь США Марко Рубио и Стив Уитков, который буквально на прошлой неделе вновь беседовал с Путиным. В США выпустили короткое заявление. Госсекретарь Марко Рубио и посланник Стив Уитков посетят Париж 16 по 18 апреля для проведения переговоров с европейскими партнерами с целью продвижения инициативы президента Трампа по завершению российско-украинской войны и прекращению кровопролития. Во время визита в Париж также будут обсуждаться пути продвижения общих интересов в регионе. Уитков, который озвучил послание Путина и, по его мнению, быстрый путь к миру, благодаря сдаче 5 украинских регионов России, вероятно, пожмет руку и украинским делегатам. В Париже находятся те, кто вел переговоры с американцами в Саудовской Аравии – Сибига, Умеров и Ермак. В рамках визита запланирована серия двухсторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции, желающих и способных гарантировать безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании. Также запланированы встречи с представителями США, которые в это время находятся во Франции. Встреча в Париже – несколько внезапное событие. О том, что европейцы окажутся за одним столом переговоров с американцами и украинцами, ранее никто не анонсировал. Лишь за день до старта таких бесед издание «Политика» сообщило, что Уитков вместе с Рубио вылетают в Париж. Как считаете, что на повестке дня, кроме того, что озвучили публично? Что будут делить и о чем будут говорить? Собирается ли Уитков теперь лично озвучить желание Путина? Пишите в комментариях. Лукашенко меняет тактику войны. Литва отвечает. В Вильнюсе заявили, что Минск решил использовать новую стратегию в гибридной войне, которая длится уже 4-й год на границах с ЕС. Такое заявление сделали в правительстве Литвы. Там уточняют, что силовики Лукашенко заметно изменили свою разведтактику на кордоне. Кроме того, с марта прошлого года, после запрета на движение пешеходов и велосипедистов через пункты пропуска Мядининкай и Шальчининкай, наблюдается значительный рост попыток попасть в Европу на мотоциклах, мопедах или же электровелосипедах. Теперь и этот транспорт под запретом. Хочешь в ЕС – пересаживайся на авто. Наша цель – обеспечить максимальную защиту государственной границы и предотвратить угрозы, связанные с искусственной организованной белорусским режимом миграцией, а также возможные гибридные атаки на границе с Беларусью. Новые ограничения, принятые правительством, также помогут снизить влияние белорусских разведывательных и силовых структур и их возможности вербовать граждан Литвы и Беларуси. РФ и Беларусь уже ведут войну против Польши и ЕС. Точкой столкновения также является граница. В Варшаве призвали и дальше сдерживать Путина и заявляют, что знают цели, которые преследуют Москва и Минск. Прежде всего, все должны понимать, что то, что мы видим на нашей восточной границе, это теперь гибридная война, которую Россия и Беларусь ведут против Польши и против Европы, потому что они пытаются нас дестабилизировать. Они привозят мигрантов со всего мира и пытаются убедить их, что те смогут пересечь границу и попасть в Европу. Теперь мы защитили границу. Финская граница тоже под замком. В Хельсинки, как в Вильнюсе и Варшаве, наносят ответный удар по Москве. Правительство страны продлило блокировку всех пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией. Цитирую, до дальнейшего уведомления. В МВД заявляют об угрозе национальной безопасности из-за возможного массового наступления мигрантов с российской стороны. На основании информации, доступной финским властям, риск того, что искусственная инструментализированная миграция восстановится и расширится, как это было ранее, остается высоким. Если эта практика продолжится, она будет представлять серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку Финляндии. В российском Калининграде нашли мертвыми 4 граждан Узбекистана. Тела молодых людей, которые приехали в Россию на заработки, обнаружили в арендованной квартире. Соседи говорят, что иностранцы прожили в ней меньше месяца. По предварительным данным следствия, речь не идет о криминале. Вероятно, узбекистанцев убил угарный газ. Газовое оборудование в квартире могло быть неисправным. Напомню, что в 2024 году в Узбекистан были возвращены тела 483 граждан республики. И большая часть, а именно 474 тела, из России. СМИ Узбекистана тогда акцентировали внимание на том, что РФ является основным направлением трудовой миграции для граждан Узбекистана, и самое большое количество смертельных случаев среди мигрантов также приходится на эту страну. Жизнь за пределами Солнечной системы, вероятно, существует. Первые возможные признаки обнаружены с помощью телескопа Джеймс Уэбб.
Исследователи зафиксировали в атмосфере далекой планеты К2-18b газы, которые на Земле образуются только в результате биологических процессов. Это диметилсульфид и диметилдисульфид. Оба вещества обычно выделяют морские водоросли и микроорганизмы. Сама же планета К2-18b практически в 9 раз тяжелее Земли, диаметр в 2,5 раза больше. Ученые подчеркивают, живых существ не нашли, но зафиксировали биосигнатуру, то есть возможный след жизни. На данный момент единственный сценарий, который объясняет все наблюдения, а именно наличие метана и углекислого газа, отсутствие аммиака и окиси углерода и теперь возможное обнаружение других молекул. Это сценарий, при котором речь идет о мире типа Гикеан, полном жизни. Что такое мир Гикеан? Это поверхность, покрытая океаном с тонкой водородной атмосферой, и этот океан пригоден для жизни. Это единственный сценарий, который на сегодняшний день объясняет все наблюдаемые данные. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.